Всем привет, это Быть Инди. Сегодня я подготовил для вас топ-15 лучших карточных игр за все времена. Надеюсь, вы обязательно найдете для себя что-то интересное. Если игра, которую вы ждали, не попала в топ, значит она на 16 месте или настолько хороша, что улетела в космос, и я побоялся ее ослепительного сияния. В этом видео я подарю ключик от игры Слования. Изучайте чудищ, выслеживайте их, убивайте. Исследование запутанного мира сказок, акробатическая боевая система, встречи со странными обитателями этих земель ждут вас. В первую очередь, хочу начать свой топ с легенды карточных игр, это, конечно же, Hearthstone. И не даю ей никакого определенного места в этом топе. Здесь я уверен, со мной никто не поспорит. Hearthstone Heroes of Warcraft – кроссплатформенная коллекционно-карточная онлайн-игра по мотивам вселенной Warcraft, разработанная Blizzard Entertainment и распространяется по модели Free-to-Play. Вы играете против оппонента, ваша задача свести его жизни к нулю или меньше. В этом игроку помогают карты существ, оружие и магия, а также классовая способность героя. Размер колоды во всех режимах составляет 30 карт. В колоде может быть не больше двух одинаковых карт, легендарные карты не могут иметь пары. Существует несколько различных полей боя. Некоторые декорации поля боя интерактивны. Поле боя выбирается случайным образом и никак не влияет на игру. В начале партии каждый игрок получает по 3 случайные карты. Каждый игрок имеет 0 маны. Для того, чтобы определить, кто ходит первым, бросается монета. Для того, чтобы уравнять шансы на победу, игрок, который ходит вторым, получает дополнительную карту и карту с изображением монетки. Игроки продолжают ходить до тех пор, пока один из игроков не проигрывает. Проигрыш происходит, когда количество жизней героя становится меньше или равно нулю. Если у обоих героев количество здоровья становится равным нулю, то этот матч никак не влияет на прогресс. Например, в рейтинговой игре игрок не теряет и не получает звезд. Если у одного из игроков кончились карты, то вместо карты игрок тянет усталость. Усталость нарастает с каждым ходом. Первый раз, когда игрок должен взять эту карту, она наносит 1 единицу урона, второй 2 и так далее. Я с игрой познакомился на ее старте, когда она появилась на телефонах и узнал от Вилсакома. Он сказал, что это must-have. Так и случилось. Я завис в эту игру на 5 лет. Я в нее постоянно играл в свободное время. И что ужасно, от нее сложно мне было отойти, так как она бесконечная. Просто каждый сезон стараешься стать легендой. И здорово, что с каждым обновлением добавляли кампании, новые режимы, карты. И ты гуглишь топ-деки, чтобы быстро взять легенду. В свое время я даже ходил на местный турнир и смотрел турниры по Hearthstone как футбол. Не говоря уже о разных стримерах на Твиче. В общем, игра отняла у меня много времени, и я ненавидел себя за то, что вместо саморазвития, изучения полезных книг и ресурсов я играю. Я сейчас не знаю, какая она, и новичкам, скорее всего, сложно начинать, из-за того, что нужно эпические и легендарные карты. Но по старой душевной памяти об игре я ее горячо рекомендую вам. Теперь, я думаю, можно переходить, собственно, к топу. Root – стратегия с элементами симулятора, предлагающая испытать на себе асимметричный тип боя. Действия будут происходить в лесу, где живут антропоморфные создания. Создавайте свою фракцию и приведите ее к победе в этой кровопролитной лесной войне. Игровой процесс Root рассчитан как на одного игрока, так и на компанию до 4 человек. История начинается с того, что подлый маркиз Декот захватил округу, пытаясь разбогатеть при помощи природных ресурсов и сокровищ. Лесные создания, чтобы противостоять тирану, создают альянс. Объединение вербует в свои ряды всех, кто не согласен с режимом. Однако, в это время появляется еще одна враждующая сторона – Орлиное гнездо. Вам, как игроку, предстоит решить, какая из фракций имеет право пустить свои корни. В основе геймплея стоит сбор ресурсов. Собирайте дерево, чтобы построить мастерские, лесопилки или рекрутерную. Каждый тип зданий приносит очки. Если построено 2 одинаковых здания, очки умножаются. Wood тесно завязан на экономике. Ведите торговлю с другими фракциями или совершайте набеги на их селения. Орлиные династии некогда правили землями еще до того, как к ним пришли кошки. Они пытаются вернуть все, что принадлежит им по праву. Лесной альянс ненавидит деспотов и тиранов. Они считают, что только воля народа может управлять территориями. Доступна фракция Вагабонд, представляющая собой торговцев, разбойников и бродяг в одном флаконе. Они могут взаимодействовать со всеми остальными организациями и выполнять их задания. Duelist 2 – фанатский ремейк популярной игры Duelist от Bandai Namco. Это пошаговая стратегическая игра, которая позволяет игроку размещать миньонов и заклинания, чтобы победить вражеского генерала.
Игра предлагает тренировочный режим, задачи, похожие на головоломки, и ранжированную сезонную лестницу. Если вам интересно, это руководство поможет вам понять, как быть дуэлянтом. В Duelist два игрока будут сражаться на поле боя 5 на 9, сражаясь друг с другом, пока здоровье одного из генералов не достигнет нуля. Генералы начинают игру с максимальным количеством очков здоровья 25 и силой атаки 2. В свою очередь, игрокам будет предоставлена возможность призывать миньонов, использовать заклинания и даже использовать артефакты. Генералы считаются фигурками короля в шахматах, и игроки должны защищать их любой ценой. Игрокам дается фиксированное количество маны за ход, чтобы поддерживать своего генерала, произнося заклинания или вызывая миньонов, чтобы помочь им доминировать на поле битвы. Игроки тратят ману, чтобы переместить свой отряд или разыграть заклинания поддержки, чтобы противостоять врагу. В начале каждого хода полоса маны будет обновляться, и игроки могут получить максимум до 9 ядер. Игрокам нужно взять под контроль одну из 3 плиток маны в центре доски, чтобы увеличить свои ядра маны. Тем не менее, игроки должны контролировать плитки маны в начале игры, чтобы использовать дополнительные карты, которые помогут игрокам победить генерала противника. Игроки могут использовать в игре разные типы карт, а стоимость в мане указана в верхнем левом углу карт. Первый тип карты, которую могут использовать игроки, это карта миньона. Миньонов можно призывать на дружественную плитку, отмеченную желтым цветом. Как и у генерала, у них есть атака и здоровье, а также движение по умолчанию, поэтому вы можете атаковать их или защищать своего генерала. Игроки должны разумно расходовать свои ресурсы, чтобы поддерживать здоровье вражеского генерала на нуле. Если вы новичок, поначалу это может быть сложно, но как вы только привыкнете к тому, как управлять своими ядрами маны, продолжайте практиковаться и оттачивать свое мастерство в этой эпической пошаговой игре. Shadowverse CCG – ролевое приключение с элементами карточной игры, выполненное в аниме-стилистике. Игровой процесс представляет собой многопользовательскую пошаговую коллекционную карточную игру, в которой вам предстоит совершать путешествия по огромному фэнтези-миру и сразиться с огромным количеством разнообразных существ. Доступен одиночный режим истории, а также разнообразные быстрые поединки. Собирайте свою колоду, разрабатывая уникальный и неповторимый стиль, множество дополнительных карт, ежедневные испытания и бонусы, а также постоянное активное сообщество. Shadowverse не даст соскучать ни на секунду. Все герои полностью озвучены. Визуальная сторона отличается высокой детализацией и проработанными анимациями. Геймплей выделяется отличным балансом за счет снижения ГСЧ, в отличие от многих других подобных игр жанра. Над изображениями карт трудились знаменитые японские художники. В зависимости от собранной колоды меняется стиль игры. Собирайте карты и настраивайте свою уникальную партию. Каждое существо или персонаж имеет собственные паттерны атаки и характеристики. Вас ждет множество лидеров, классов, механик и тактик. Каждое прохождение всегда отличается от предыдущего за счет невероятной реиграбельности. Исянь совершенствование – это онлайновое DBG, посвященное колодам. На пути совершенствования вам предстоит вытянуть множество карт. В Исянь вам предлагается огромный выбор карт. Для того, чтобы создать колоду, действительно достойную сражения, вам придется вручную выбирать лучшие карты. Как только вы решите, что у вас получилась смертоносная колода, вам нужно будет взять ее в бой и проверить. Игра целенаправленно дает вам много карт для сортировки. Вы должны будете сами решить, какие карты подойдут для вашей колоды, а какие нет. Помимо обычных карт, вы также можете выбрать подпрофессию и получить карты, относящиеся исключительно к этой подпрофессии, чтобы добавить их в свою колоду. Существуют также специальные карты, называемые картами возможностей, которые позволяют вам настроить свою колоду. Эти карты встречаются редко. Чтобы еще больше отделить игроков друг от друга, во время игры также появится возможность выбрать свою судьбу. Судьба зависит от вашего выбора персонажа и секты и будет изменять различные аспекты игры. В совокупности, все эти изменения делают каждое прохождение игры уникальным. Кроме того, игрокам разрешается начать игру заново и попробовать новый путь, создав другую колоду. Крылья – коллекционная карточная игра по мотивам одноименной настолки. Версия для персональных компьютеров рассчитана на сессии от 1 до 5 человек. Игрокам отводится роль орнитологов, занимающихся тем, что изучают новые виды птиц и стараются собрать и привести в природный заповедник как можно больше редких особей. Собирая по миру различных птиц, больше очков достается тем, кому удастся раздобыть уникальный и вымирающий вид. С помощью колоды карт игроки создают различные цепочки событий и свойств в определенной среде обитания.
Какие это будут среды, определяется в индивидуальном порядке и зависит от методов развития заповедника. Крылья обладают огромным разнообразием и вариативностью. Игра все время будет прогрессировать и предоставлять новые возможности. Изначально будет доступен базовый набор карт, однако чем больше будет развиваться заповедник, тем больше возможностей будет доступно для дальнейшей игры. Игровой процесс позволяет посоревноваться не только с друзьями или рандомными людьми из сети, но и попробовать свои силы в одиночной игре против искусственного интеллекта. Black Book – слияние карточной РПГ и классической приключенческой игры. В центре сюжета рассказ о молодой колдунье, борющейся за спасение своего погибшего возлюбленного. Главной героиня, некая Василиса, обладает способностью к темному волшебству. Однажды она влюбляется в одного молодого человека и жаждет выйти за него замуж. Однако для этого ей приходится прекратить колдовскую деятельность, что Василиса и делает. Жертва оказалась напрасной. Ее жених внезапно погибнет при неизвестных обстоятельствах. Героиня жаждет узнать правду и отомстить, а поможет ей в этом черная книга – артефакт, выполняющий любое желание владельца после снятия 7 печатей с книжных страниц. В основе сюжета лежит славянская северная мифология. Василиса умеет призывать и управлять бесами, однако им постоянно нужно давать какое-то задание, иначе сама главная героиня попадет под раздачу. В черной книге присутствует собственная энциклопедия, помогающая ознакомиться с легендами и мифами, и созданная опытными знатоками местного фольклора и антропологов. Северная местность, где происходит сюжет, доступна для исследования геймерам. На этой территории главенствует Российская империя. Хороший шанс приобщиться к знанию прошлого страны. К этому еще больше располагает наличие загадочных историй и логических задачек. Василиса постоянно открывает новые навыки и прокачивается по мере снятия печатей в книге. Становясь более опытной и сильной, ей легче дается противостояние силам тьмы. Across the Obelisk – кооперативная игра с ролевыми элементами и сбором собственной колоды. В геймплее представлен одиночный и многопользовательский режим. Участники выбирают разнообразных героев, открывают доступ к новым предметам и картам, создавая набор из персонажей. После этого предстоит сразиться с монстрами и боссами в глубоких тактических схватках. Процедурная генерация создает карту, опасности и шанс выпадения всех элементов, что предоставляет бесконечную реиграбельность. Экипировка дает дополнительные бонусы и эффекты, как кровопролитие, яды, защитные или атакующие навыки. Множество комбинаций помогут повысить шанс критического урона и прочие аспекты. По ходу прохождения будет множество случайно созданных путей и квестов, изменяющие мир. Геймеры способны управлять огненными волшебниками, теневыми магами, целителями, наездниками и другими воинами. Игра стоит $20 и заработала $2 200 000. Cards – стратегия с элементами карточной игры в сеттинге Второй мировой. Геймплей сочетает в себе классические поединки в реальном времени с инновационными коллекционными карточными играми-механиками. Вы возглавляете армию, сражаясь с отрядами, которые находятся под руководством искусственного интеллекта или же других игроков. Сражения проходят на земле, воздухе и на море. Управление простое, а правила очень легкие для освоения. Расставляйте линию фронта, чтобы обеспечить себе хорошей защитой. Собирайте ресурсы поддержки и бросайте вызов врагу. В Cards доступны тактики Блицкрига, позволяющие моментально закончить поединок. Завоюйте воздушное пространство или же вступите в глубокую оборону, защищаясь от атак врага. Любая операция зависит от того, как вы управляете своими войсками. Распределяйте ресурсы, правильно вкладывайте кредиты, покупая новые отряды или армию поддержки. Карты состоят из 5 колод фракций, каждая из которых имеет свой уникальный стиль ведения боя. Все колоды имеют лишь по одной союзной нации. Выбирайте союзников, которые смогут оказать вам поддержку. Комбинируйте отряды, чтобы создать свою уникальную стратегию. Игра бесплатная. В телеграм-канале «Быть инди» я рассказываю об интересных новостях, связанных с игровой индустрией, новыми релизами и апдейтами. Также делюсь инсайдами собственных разработок и многое другое. Буду вас там ждать. Library of Ruina – это сюжетное дополнение Lobotomy Corporation, перешедшее в формат карточной ролевой игры. Игроку предлагается стать владельцем библиотеки и увидеть историю 3 героев – Анжелы, Сефирота и Роланда из корпорации Лоботомии. Однако, способ пополнения книгами весьма необычный. Требуется убивать врагов, которые после поражения превращаются в книжки. В здание будут наведываться различные враждебные NPC. Чем интереснее книги, тем интереснее гости будут посещать библиотеку.
Множество рукописей хранят свои секреты. Игровой процесс представлен боями, где используются карты, позволяющие совершить то или иное действие, а также различными аномалиями. В каждом помещении они уникальны. Аномалии могут иметь разные эффекты, включая положительные и отрицательные. У всех юнитов свои карты и снаряжение. Чтобы получить новые предметы и карты, необходимо сжигать книги. Страницы из переплетов доступны на всех этажах, в то время как раньше этажи давали доступ лишь к определенным книгам. Собирая колоду, протагонист начнет обладать новыми способностями и мувсетами. Карты поделены по степени редкости, выраженной цветами – зеленый, синий, фиолетовый и золотой. Сбор колоды дает безграничные возможности, где любая карта может сделать геймплей уникальным. В игре можно создать своего персонажа с помощью встроенного редактора. Поскольку каждый вид экипировки уникальный и обладает своей спецификой, то некоторые вещи может носить лишь конкретный класс героя. В Library of Ruina сохранена структура корпорации, перекочевавшей из предыдущей игры. Игра стоит $30 и заработала 8 900 000 $. Loop Hero – ролевая игра с элементами стратегии и коллекционно-карточными играми. Злодей Лич поместил мир в бесконечную петлю и поверг всех жителей в хаос. Вам предстоит воспользоваться мистической колодой карт, чтобы выстраивать здания и сражаться с врагами. Пройдите многочисленные испытания, путешествуя вдоль петли. Станьте героем своего народа и избавьте мир от нескончаемого хаоса. Путешествуя по миру, добывайте могущественные реликвии для героев. Действует система классов, позволяющая разрабатывать уникальные тактики против врагов. Прежде чем отправиться на опасную битву, экипируйтесь множеством различного оружия. Расширяйте список выживших и вербуйте новых юнитов в свой отряд. Открывайте новые классы, находите карты и получайте бонусы. Главная цель в Loop Hero – разорвать круг страданий. Все действия завязаны на взаимодействии с колодой карт. Все игровые элементы генерируются случайным образом. Каждый новый запуск гарантирует уникальные приключения. Совершайте различные выборы, выбирая тропы, по которым вы отправитесь в путешествие. Любой выбранный путь опасный по-своему. Уничтожая врагов на своем пути, экипируйтесь улучшенной броней и оружием, которые вы сможете собрать с поверженных монстров. Используйте ресурсы, чтобы улучшать лагерь или протагонистов. Сразитесь с могущественными боссами, приспешниками могущественного лича. Преодолев все препятствия, вы сможете разорвать порочный круг. Игра стоит $15 и заработала 8 100 000 $. Minion Masters – увлекательный и необычный гибрид двух жанров, что встречаются между собой довольно редко – коллекционно-карточные игры и Tower Defense. Разработчики из инди-коллектива Beta Dwarf сосредоточился на контенте для мультиплеера, как PvP, так и PvE, развивая свое детище в этом направлении. Но одиночные режимы игры также присутствуют. Искусственный интеллект станет отличным тренажером перед выходом в онлайн, где приветствуется знание механик и наличие обкатанной колоды. Игра поддерживает подключение геймпада для управления геймплеем в главном меню, также имеет список достижений и внутриигровой магазин, в котором покупки совершаются за реальные деньги. Мастера миньонов содержат огромную базу карт разнообразного назначения. Геймеру необходимо собрать сбалансированную колоду, где найдется место как башням и заклинаниям, так и воинам разного типа, что нужны для атаки на вражеские оборонные сооружения. Ходы происходят поочередно. Игроки разыгрывают свои карты в зависимости от потребностей и выбранной тактики для завоевания вражеской территории, путем полного уничтожения базы оппонента. Все персонажи и строения обладают характеристиками, что влияет на их полезность, на поле битвы и на стоимость призыва. Более редкая и мощная карта потребует больше ресурсов для призыва, чем стандартная, без выпадающих показателей. Игра бесплатная. В проекте Stacklands приходится заниматься строительством деревни, выполняя разнообразные уровни в стиле колодостроительного батлера. Пользователи будут собирать еду, строить здания и сражаться с чудовищами на специальном поле, используя карты способности. Нужно применять комбинации из карт. Например, при перемещении деревенского жителя на ягодный куст появятся ягоды, которые горожанин потребит как пищу и получит шанс на выживание. Главной задачей для игроков станет продумывание стратегии, разыгрывая в правильном порядке карты, чтобы расширять деревню, стараясь привести ее к процветанию. Игрокам в Stacklands необходимо зарабатывать монеты, что позволит приобретать новые способности или карты персонажей. В игре предстоит заниматься расширением своей колоды, чтобы получать больше вариантов для развития поселения. Получится делать фокус на кулинарии, сельском хозяйстве, строительстве и прочих сферах деятельности. Предстоит держать население в сытом состоянии,
чтобы горожане не погибали с голоду в конце каждого хода Луны. В процессе прохождения пользователи ожидают более 100 карт для сбора, более 25 идей для поиска, более 50 квестов, 7 наборов для колоды строительства и одиночная кампания, рассчитанная на 3-5 часов геймплея в реальном времени. Также геймеры будут вступать в битвы с фэнтезийными существами, такими как гоблины, дикие медведи, злобные крысы и тому подобное. Получится прокачивать своих жителей, выдавая им оружие и улучшая боевые способности. Игра стоит $5 и заработала $1,5 миллиона. В Slay the Spire основной задачей геймера является подъем на верхние уровни башни, состоящей из множества помещений. Во время прохождения можно располагать одним из 4 персонажей, собирать коллекцию карточек, побеждать промежуточных врагов и повергнуть заглавного злодея. Расположение и развилки башни постоянно меняются, весь процесс можно разделить на 3 акта, и в конце каждого из них главный герой должен победить локального босса. Помещения в игре носят разный характер. Есть комнаты арены с врагами, есть комнаты отдыха, а еще магазин, сокровищницы и квест-румы. Система боя в Slay the Spire пошаговая. У каждого персонажа есть своя колода, и выпавшая карта предопределяет следующий ход. Игрок может выполнить атаку или получить проклятие от соперника. Кроме атакующих и проклинающих, есть еще и статусные или нейтральные карты, а также таланты и навыки, уникальные для каждого класса героя. Чем выше уровень подъема по башне, тем больше и сильнее колода под контролем пользователя. Но в случае поражения или неудачных прохождений квестов, появляются карточки, наносящие вред самому игроку. Игра стоит $25 и заработала $51 миллион. Inscryption – карточные приключения с элементами рогалика, которые ставят акцент на том, что тьма скрывает еще много неизведанных секретов. Стратегия выполнена в формате Escape the Room, обладает множественными головоломками и ужасающей атмосферой. Пользователь переносится в хижину Лешего, где ему необходимо стартовать в опасные приключения, чтобы узнать, какие тайны скрываются в этом здании. События разворачиваются в лесном домике, где протагонист оказался в ловушке, запертым неким зловещим существом, которое хочет, чтобы парень сыграл с ним в настольные игры. В процессе геймер действует на трехмерной карте, где осуществляет ходы, выбирая определенные карточки, попутно исследуя дом и решая головоломки. Задача героя состоит в том, чтобы выжить несмотря на ужасы, которые происходят в самой хижине. Игрок постепенно собирает карточную колоду из лесных обитателей, мутировавших животных, которые выглядят страшно из-за хирургического вмешательства, что над ними однажды проводилось, а также устрашающих экспериментов. Пользователю необходимо решать логические задачи, чтобы в процессе выбраться из запертого здания. Но по мере продвижения реальность перестает граничить с фантазией, и обычная игра оказывается совсем не тем, чем предполагалось в начале. Игра стоит $20 и заработала $30 миллионов. Yu-Gi-Oh! Master Duel – это увлекательная карточная игра, которая продолжает знаменитую серию. Сюжетная линия проекта включает в себя элементы повествования, знакомые по оригинальному сериалу и совершенно уникальные моменты. В игре представлены тысячи интересных карт со своими эффектами и особенностями, а также десятки новых героев. Выбирайте сюжетное повествование и отправляйтесь выполнять сотни необычных миссий. Во время заданий вы неизбежно столкнетесь с множеством врагов, победить которых можно только посредством колоды карт. Каждый из задействованных персонажей обладает своим набором уникальных навыков и умений. Эти способности определяют его тактику сражения и манеру поведения на арене боя. Побеждайте противников и расширяйте свою колоду карт. Изучайте новые эффекты и заклинания, которые можно использовать в поединках. Вам также представится возможность попробовать свои силы в необычных дуэльных миссиях, где результат будет зависеть от индивидуальных действий. Становитесь очередным героем в этом удивительном мире карточных сражений и добивайтесь успехов в захватывающих баталиях. Игра бесплатная. Спасибо Степану за поддержку этого выпуска. Вот такой получился интересный и насыщенный топ. Пишите в комментариях, какую игру я забыл. И не забудьте обязательно посетить мой телеграм-канал, там не менее интересно.